Да, Все, мы в эфире, трансляция пошла. Всем, кто нам смотрит, доброе утро. Шалом, шаббат, сектанты. Ну что, привет, секта. Значит, традиционно по субботам заседание секты можно объявлять открытым. Ритуальные слова сейчас я произнесу. Те, кто не подписался, подписываемся. Те, кто уже подписался, ставьте лайки. Может, подписчики могут в чате оставлять свои вопросы, будут получать ответы. Ну, можете, если уже сами подписались, можете тихонько зайти в чей-нибудь аккаунт, тоже кого-нибудь подписать, чтобы было больше людей, кто нас смотрит. Ну что, тогда все, что нужно было, я сказал, и передаю слово Владимиру. Итак, Владимир, ваше слово. да, здравствуйте все. Вот сегодня мы продолжим, точнее закончим рассуждать о том, как же будет либертарианское общество воевать против государства. В прошлый раз мы рассмотрели, общие все моменты, связанные с тем, что такое государство и так далее, и рассмотрели предполагаемые преимущества, которыми обладает государство, точнее, общество с государством перед обществом без государства, если говорить о военном, так сказать, аспекте. Сегодня мы продолжим и начнем с преимуществ уже свободного общества, которые, очевидны, иногда не очень, по сравнению с обществом несвободным. Первое и главное преимущество – это то, что свободное общество, если, конечно, возможно такое сравнение, в принципе, да, то есть при прочих равных. Вот, то есть наука требует от нас, так сказать, если мы говорим об эксперименте, а в данном случае мы делаем мысленные эксперименты, рассуждая подобным образом, да, поэтому все это вилами, конечно, по воде, в том смысле, что любая аргументация такого рода, то есть она на такие темы, вернее, она как бы весьма сомнительна, то есть она должна сводиться к чисто логическим утверждениям, вот. Но так или иначе, то есть нам приходится здесь прибегать к методам естественных наук, а не наук об обществе. Вот. И этот метод говорит нам о том, что если мы пытаемся сравнивать некие такие вот явления, мы должны проводить эксперименты, где все другие условия мы можем отбросить, да? Выделить только некие значимые факторы и их уже рассматривать, их изменения. Вот. Так вот, при этих прочих равных, если они достижимы вообще в мире, да, в реальном, в физике, может быть, они там и достижимы где-то, а, конечно, в обществе нет. Свободное общество при прочих равных всегда богаче, чем несвободное. Да, мне могут сказать, что вот если там, допустим, свободная, безгосударственная Албания подвергнется агрессии со стороны несвободного там государственного Китая, то, скорее всего, у Албании, так сказать, шансов не будет против этого Китая. Вот. Хотя, кто знает, да, но тем не менее, то есть мы должны условия как бы всегда для таких сравнений прочие, так сказать, бросить, да, размеры, количество населения. Вот представим, у нас две одинаковые страны, вот, одинаковое количество населения, там одинаковые природные ресурсы и так далее, а в одной есть государство, в другой нет. То есть вот там, где нет государства, там по определению богатства больше, да, и, соответственно, больше ресурсов, больше возможностей и так далее, и так далее, и так далее. И, в принципе, Россию с Украиной в этом смысле можно сравнивать, это сравнимые, как ни странно, величины, да, почему? Даже несмотря на то, что Россия там в 3 раза больше по населению, даже больше, чем в 3, вот, но тем не менее это в общем-то, мало что, как бы означает, потому что она там так растянута, увидели на карте, да, в длину, там, у нее много других там уязвимостей, которые в среднем как бы компенсировать можно и в итоге сравнивать потенциал России и Украины. Поэтому, кстати, опасно очень вот это заблуждение, которое многие здесь у нас тут исповедовали, и до войны тут оно было очень популярным, что вот с Россией, если Россия нападет, это страшно, ужасно, она огромная, она там гораздо сильнее и больше нас. Нет, не больше и не сильнее. Вот, она, там больше народу, но этот народ живет на большей территории, его труднее отмобилизовать там, и так далее. То есть, много-много-много всего, включая и промышленный потенциал, так называемый, да, то есть представим себе, что если бы здесь было свободное общество, то Украина была бы значительно сильнее нынешней путинской России. Сильнее во всех аспектах, и войны, кстати говоря, не было бы
не только по причине того, что Украина была бы сильнее, а просто по причине того, что Россия с государством находилась бы в зависимости от, грубо говоря, Украины без государства, потому что они бы ездили сюда, они бы учили здесь своих детей, они бы ездили сюда, так сказать, на заработки, то ситуация была бы зеркальная, да, вот. И так далее, и так далее. То есть вот украинская элита, назовем это так, да, то есть лидеры тех же там страховых компаний и прочие, кто заинтересован в безопасности, они бы контролировали элиту, значит, российскую, а не наоборот, как это было все эти годы, именно по причине того, что Украина была бы более богатой. Вот, и здесь были бы все эти предприятия, то есть те нужные советские предприятия, они были бы приватизированы, модернизированы, ненужные закрыты, то есть все бы это развивалось, свело и пахло. В Крыму был бы космодром, с которого Илон Маск бы уже запускал, значит, свои эти, значит, уже ракетки на Марс. То есть примерно так бы выглядела бы ситуация на начало войны, если бы 30 лет у нас было бы свободное общество. Вот. То есть это первое и главное преимущество. Да? Ну и, соответственно, что когда начинаются военные действия, то экономика более сильная, легче справляется с этими вызовами. И, как мы сказали, она не просто более сильная, она еще к тому же свободна. То есть она быстрее, адекватнее реагирует на любые, так сказать, кризисы, связанные с войной. Они, конечно же, есть, и эти кризисы выражаются в, собственно говоря, шоках от изменения спроса и предложения, да, потому что часть рабочей силы у нас уходит как бы воевать, вот, у нас меняются товарные запасы, у нас резко возрастает, ну, потому что часть из них уничтожается в ходе войны, просто по этой причине, да, то есть у нас возрастает резко спрос на продукцию военного назначения, то есть вот все эти шоки, вот, быстрые, то есть изменения, свободная экономика, конечно, отрабатывает легче, чем не свободная, потому что не свободная, всем пытаются рулить вручную, да, в результате получается только еще хуже. Вот, значит, следующее преимущество, о котором нужно сказать, это не сколько преимущество само по себе, сколько ошибка как бы коллективистов, когда они рассматривают свободное общество, они видят общество одиночек. Это вот 100% это вот так, это почти всегда. Вот, и для них всегда ситуация выглядит, и для многих, кстати, либертарианцев, кто еще не осознал, как это все работает, ситуация выглядит примерно так. Вот существует некая территория, ничья, да, вот там живут какие-то людишки, которые связаны между собой в лучшем случае как бы на уровне там села, там еще чего-то такого, да, а дальше приходит большая, значит, армия, и вот так одного за одним она их, значит, захватывает. Да? Вот что может там село, там какая-то Ивановка, там, да, или Березовка противопоставить, значит, вот этой вот огромной армии, которая там надвигается. Ну вот. Поскольку это общество они считают атомизированное, то есть каждый сам за себя, то есть если они и могут, эти, значит, анархисты несчастные, организоваться, то только на уровне вот там, где они друг друга знают, да, то есть село, ну там какой-то городок максимум и так далее. Банда, конечно же, банда тоже. Да, это у них там главный такой. Соответственно, значит, государственная армия вот так вот шаг за шагом потихоньку захватывает вот все эти территории, уничтожая отдельно взятые Березовки, Ивановки, значит, и вот такие вот очаги сопротивления. И поэтому всегда, когда по этой причине, поскольку они видят только так, да, то есть для них, скажем так, свободное общество не способно к коллективным усилиям, назовем это таким образом. Да? То есть несвободная способна к коллективным усилиям, потому что там есть организация, они организуют людей, вот даже армия там и так далее, гонят, значит, этими кнутами на завод работать, вот и так далее и тому подобное. Вот. А вот в свободном обществе этого нет, делай, что хочешь, значит, хочешь воюй с Путиным, хочешь не воюй. Ну, тут понятно, что у Путина в этом смысле огромное преимущество, он легко, значит, вот так вот захватывает. Вот. Поэтому они говорят о партизанской войне, да, то есть как только заходит разговор о войне предполагаемой государства со свободным обществом, сразу же она видится в категориях партизанской войны. Вот, что вот какие-то отдельные очаги сопротивления, значит, там не скоординированные и так далее. И дальше уже вся дискуссия идет по поводу того, насколько регулярная армия в состоянии победить партизанскую войну. Обычно к этому все сводится, да. Вот. Но на самом деле коллективное усилие не равно организованному усилию. Это разные вещи, да. То есть, например, люди, которые по подписке сдают, ну, как бы деньги на какую-то частную армию, там, частное ПО и так далее, принимают участие в коллективных усилиях. Это коллективные усилия. Но им не надо состоять всем в одной организации.
То есть этатисты категорически этого не видят, они вообще не понимают, как работает рынок, и что рынок на самом деле является системой коллективных усилий, притом и он это делает гораздо лучше, чем любая организация. Потому что организации есть как бы свои известные минусы. Вот. Надо, чтобы лидер организации четко понимал цели, что не всегда, так сказать, ясно и понятно и так далее. Отсутствует механизм обратной связи, там можно очень долго чего перечислять. На рынке ничего этого нет, точнее есть, но и оно работает, да, то есть механизмы обратных связей существуют через прибыли и издержки. Каждый может предпринимать эти какие-то усилия определенные. Если это им приносит ему прибыль, значит, это нужно другим людям, и таким образом и организуются коллективные усилия. То есть масса людей, не зная друг о друге, принимают участие в огромном количестве коллективных усилий, которые, скажем так, общество в целом реализует посредством рыночных отношений, да, то есть через рынок, через механизм цен, через механизм частной собственности, передачи частной собственности в ходе сделок. То есть вся эта система как бы и есть огромным набором коллективных усилий общества. Вот. Если вы этого не видите, этой механики, то, конечно же, для вас свободное общество – это набор одиночек, которые непонятно каким образом и почему должны сопротивляться Путину. И если кто-то будет сопротивляться, то Путин, конечно же, его победит, потому что у него регулярная армия, а у вас, значит, индейцы с мушкетами. Вот. Поэтому, конечно же, у вас никаких шансов нет. Вот этого они не видят, да, и на самом деле это есть как бы преимущество свободное общество перед несвободным. Следующее обстоятельство, которое надо отметить, это то, что является преимуществом, опять-таки, это то, что государство может начать войну, но не может ее закончить. Потому что некому объявить войну, да, то есть можно ее начать по факту, просто вторгнувшись на свободную территорию, а вот закончить будет труднее, потому что любая война между государствами, она подразумевает, что ее концом будет мирное соглашение. То есть все ради этого и, собственно говоря, все и делается, да, то есть вот в ходе мирных переговоров, в ходе подписания мирного соглашения сторона, которая, значит, победила, закрепит свою победу, а сторона, которая проиграла, признает свое поражение. Ну и, соответственно, они там будут уже какие-то, значит, территориальные изменения, какие-то уступки, там еще там какие-то штуки, не вступать там в какие-то там, значит, НАТО там и тому подобное. Вот. Это все для этого делается. Да? То есть если вы воюете против, грубо говоря, свободного общества, у которого нет начальства, которое может подписать капитуляцию, то вы войну закончить не можете, никакое мирное соглашение у вас не будет. Даже если вы захватите там часть территории, даже если вам там удастся, значит, какое-то время существовать, все равно будут претензии со стороны собственников, которые потеряли собственность, и так далее, и так далее, и так далее. Вас эта партизанская уже война, допустим, будет мучить очень и очень долго, вот, до тех пор, пока вы, в конце концов, плюнете и не уйдете оттуда. Да? То есть, собственно говоря, примеров таких даже в условиях государства мы можем найти много. То есть там, где население не согласно с оккупацией, вот, где оно считает, что без оккупантов было бы лучше, оно готово сопротивляться несколько поколений, где, собственно говоря, сопротивление оккупантам уже станет как бы таким делом, которое передается, значит, от отца сыну, грубо говоря. Вот. И такие примеры в истории тоже есть. Вот. И, в конце концов, оккупант уходит. Вот потому что он не в силах, так сказать, справиться с вот этим вот простым вот обстоятельством, потому что тут надо либо убить всех людей, вот, но тогда непонятно, зачем воевать, а кто же тогда будет на тебя работать, да, то есть, зачем ты захватывал территорию, что ты с этим будешь делать, вот, либо сваливать, к чему в итоге, в общем-то, и приходят, да, то есть, если как бы население не согласно, в данном случае оно будет не согласно, потому что оно больше потеряет, но тут это очень важная разница, мы тоже о ней потом поговорим, вот, то, соответственно, вот агрессор, значит, государство-агрессор попадает в такую неприятную для себя ситуацию, что начать там войну оно может, а вот закончить никак. Вот, закончить оно в нашей теме, тоже об этом мы будем говорить, война заканчивается с удовлетворением последнего иска собственника украинского, который понес ущерб от войны де-факто. Вот. Значит, дальше. Не работает тактика тотемного столба. То есть это старая добрая колониальная тактика, когда, значит, европейцы, столкнувшись с различного рода индейцами, назовем их так условно, поскольку это были совершенно разные, на разном уровне находящиеся общества, но тем не менее,
Вот. Обнаружили, что если в таком обществе есть государство, то есть есть вождь, да, который всем командует, ну или более сложная структура уже, как, допустим, было там у разных ацтеков, вот, то тогда, значит, очень легко с ними работать, потому что надо просто захватить этого вождя, вот, захватить там, ну, грубо говоря, политический центр, да, и дальше просто переписывается все население как бы на себя. Вот. И Монтесума, значит, начинает как бы работать уже на, значит, испанских там конкистадоров, которых там было, я там не помню сколько, там 500, по-моему, человек, вот, которые, значит, радостно и быстро покорили, значит, все вот это. Вот именно по той причине, что многомиллионную как бы империю, по той причине, что вот так вот оно устроено, да, вот государство. Вот если вы договоритесь с лидером, значит, враждебного государства, допустим, он капитулирует, то вот, собственно говоря, вы получаете все результаты войны себе сразу же, значит, невзирая на возражения там, населения там, и так далее. Согласно оно или нет, в данном случае это не интересует никого. Вот. Аналогичная история, значит, похожая, да, но там другая была как бы история, но смысл тот же, да, английское владычество в Индии, вот, которое все исключительно проводилось руками местных вот этих радж, вот. А поскольку никакая Великобритания, если бы это было свободное общество, никогда бы не захватила, значит, эту Индию. Вот. А вот проблемы всегда, кстати говоря, у колонизаторов были с теми, значит, племенами, где вот этих вот организованных вождеств не было, да, то есть там были вожди, но они как бы не решали, это были военные вожди, вот, типа римских консулов, то есть захватил ты вождя, не захватил, а что толку, да, то есть, ну захватил, ну и ладно, а нам-то что с того? Вот. И с этой проблемой, например, столкнулись англичане в Северной Америке. Вот. Они так думали, что они будут действовать, как испанцы действовали в Южной, где были государства, а в Северной Америке, вот там, где именно были английские колонии, там государств не было, там были племена на стадии без государств. Условно, ну, не на стадии, в ситуации как бы без государства. Да? И с этим связана, значит, специфика уже истории английских колоний, с тем, что им надо было потом уже договариваться с индейцами, а первоначально они действовали именно так. Они похищали этих вождей и ждали, что, значит, к ним придут сдаваться, там, переписывать земельку. Вот. Но никто этого почему-то не делал. Значит, ну, вот тогда пришлось разбираться, что к чему, и выяснилась вот эта удивительная разница. Вот. В Южной Америке, кстати говоря, у испанцев тоже было пару прецедентов, когда они столкнулись с племенами, где не было вождей, и эти племена доставили, именно эти племена доставили массу хлопот там, на несколько десятков лет. Вот они там с ними, значит, вошкались, в отличие от вот этих вот всех ацтеков, которые, значит, легким движением руки, вот они, значит, быстренько к себе присоединили. Так вот здесь такая же точная история, да, то есть государство не просто должно победить, условно говоря, армию свободного общества, а оно должно инсталлировать новое государство. И это, кстати, отсылает нас к другой любимой теме, а именно, если не будет государства, то частные охранные агентства подерутся обязательно друг с другом, во-первых, а во-вторых, тут же появится на этой основе новое государство. То есть это, ну, в данном случае здесь мы имеем ту же самую ситуацию, да, то есть вот есть одна организованная военная группа против другой, вот, но разница в чем, что в случае государства, государство перекладывает издержки на население, а в случае охранное агентство некому перекладывать эти издержки, поэтому война между охранными агентствами возможна, но она крайне убыточна, потому что нет системы перекладывания издержек в виде государств. И опять-таки охранное агентство для того, чтобы инсталлировать это самое государство, оно фактически попадает в ситуацию Путина, который оккупирует, значит, вот свободную Украину, то есть ему надо заново инсталлировать государство с нуля. Для этого, как минимум, с той, значит, военной точки зрения, ему нужно держать на оккупированных территориях войска в достаточно большом количестве, потому что именно эти войска будут исполнять роль вот этих вот всех замечательных людей, которые сейчас находятся на оккупированной территории. И министр, значит, внутренних дел рассказывает нам, что милиционеры не комбатанты. Вот, значит, вот эти самые... А им надо будет этих милиционеров откуда-то взять, понимаете? Потому что охранное агентство свободного общества будет воевать с ними, да, у них контракт. Вот. А вот милиционеры, как бы государственные, они запросто переходят на сторону, условно говоря, врага. Вот. А наши, значит, еще здесь рассказывают, что это не комбатанты. Еще, наверное, им там зарплату платят, да, как это было, я так думаю, как это было в Донецке в первое время. Вот. То есть я вполне думаю, что, ну, что оно здесь может быть точно так же. Вот. Поскольку ничего этого нет, то есть механизм подавления и, значит, вот это вот гражданский, который просто переходит автоматом
на службу новому государству, как это было, кстати говоря, ну, всегда это было, везде. И во время Второй мировой войны это было, да, то есть все эти вот люди, они автоматически переходили и начинали работать уже на немцев, когда немцы оккупировали Украину. Вот. Так поскольку этих людей нет, поскольку нет этой системы, ее надо создавать с нуля, значит, соответственно, надо держать огромное количество войск здесь. Вот. Ну и мало того, что если сегодня, ну, среднестатистический украинец, если его не мучают, там, не записали в националисты и так далее, он, в общем-то, большой разницы между российской оккупацией и украинской, значит, вот оккупацией украинского государства не видит. Вот, физически, да, то есть, ну, за исключением того, что, ну, мы об этом говорили в прошлый раз, что он, конечно же, не хочет жить в этой, с Путиным по причинам уже другим, по причинам идеологическим. Но в плане, но если бы этих причин не было, да, если бы это была, скажем, Польша, как мы говорили, то ему вообще бы не было бы никакой разницы. Вот. Поскольку украинское государство не отличается от российского, вот, в плане там налогов и прочего, значит, маразма, то, в общем, существенной разницы нет. Да? Но представим такую же ситуацию: свободное общество и несвободное. То есть свободная Украина, где нет налогов, где нет ментов, где нет вот всей этой швали. Вот. И сюда приходит Путин и приводит с собой, значит, вот эти налоговые, менты, значит, вот это все заводится опять и начинается. Да? То есть люди, которые привыкли, значит, представим себе, 30 лет вот они жили без этого всего. Значит, они процветали, и все у них было хорошо. И тут, значит, вот залазит опять вот эта вот, значит, нечисть. Вот. Естественно, отношение у них к происходящему будет совсем не такое, какое у них, какое сегодня есть у наших, так сказать, людей, которые под оккупацией, вот, которые, конечно, этим Путиным недовольны, но не настолько, чтобы так вот брать прямо оружие и бежать, значит, в него стрелять, хотя некоторые так и делают. Вот. Но ситуация принципиально разная, да, то есть постоянное сопротивление, значит, этого мирного населения, нужно держать большое количество войск на оккупированной этой территории. Вот, то есть в военном положении это очень невыгодно. Вот. Совсем другое дело, когда ты победил. Ну вот раньше вообще было как прекрасно, да, то есть была, значит, стратегия генерального сражения, то есть 19 век. Вот. То есть, когда армии там маневрировали, там, значит, брали какие-то крепости, там, тыры-пыры, и все это, значит, велось ради того, чтобы в одном потом решающем сражении, значит, стало ясно, кто кому дал по голове. После этого, значит, уже, ну, подписывался мирный договор, там менялись территории, и все, значит, ну, все очень удобненько и четенько. Вот. А вот когда, например, ту же самую фигню попытались проделать с бурами, да, то не вышло. Вот, не вышло, и надо было уже тащить. Почему англо-бурская война до сих пор там вспоминают, значит, британцы эту войну там и так далее. Казалось бы, какая-то колониальная война с какими-то, значит, там голландцами, вот, фермерами, да, которых там государства нет, толком ничего нет. Вот. Но почему? Потому что вот эти вот самые фермеры начали, значит, эту английскую доблестную армию бить. Вот. И англичанам понадобилось приложить очень большие усилия. То есть им надо было уже втягивать, кстати, доминионы в войну, что уже было, ну, как бы имело там, значит, определенные политические последствия. То есть Канаду, там, Австралию, Новую Зеландию, вот, потому что сами справиться не могли. Да, то есть это уже, ну, это была серьезная фишка. Вот. А вдруг неожиданно, значит, как бы на пике своего могущества, значит, империя сталкивается с сопротивлением каких-то фермеров, и две войны там, значит, она ведет, и только, значит, вторую она выигрывает в итоге. И то только, значит, подлым путем через организацию вот этих вот самых концлагерей, вот, куда они, значит, запихивали этих жен и детей, значит, этих буров, которые с ними воевали. Вот. Только благодаря этому, собственно говоря, они в итоге и выиграли. То есть, ну, это еще раз, ну, как бы свидетельство того, что вот как раз вот такое вот свободное общество, даже маленькое, как бы может оказывать сильное сопротивление огромной империи, которая, значит, по каким-то там причинам пытается с ними конфликтовать. Вот. Значит, следующий момент, вот, которым мы уже, значит, частично зацепили, это то, что в свободном обществе нет понятия комбатантов и некомбатантов. Это имеет последствия очень серьезные на самом деле, поскольку современная война и правила ведения войны, то есть две гаагские вот эти конференции, это война между государствами. И одна из целей, собственно говоря, была сделать, ну, неважно, преследовали они эту цель или нет, но они этот результат получили, а именно сделать слабые государства всегда слабыми и неспособными к сопротивлению сильным государствам. За счет именно того, что население было отделено от военных,
Да, то есть пускай, ну, понятно, преподносилось это с целью как бы защиты населения, что вот надо просто отделить, значит, понятие, создать комбатант и некомбатант. То есть мирное население, оно считается, что его атаковать нельзя, и как бы избегать нужно всяческих ущерба и так далее, и так далее. А вот армия, как бы вот они, вот цели должны быть только военными, вот они там должны между собой в чистом поле где-то сражаться, а, значит, мирное население должно сидеть и ждать, чем это все закончится. Вот. Но в такой ситуации у нас что получается? У нас получается, что партизаны не попадают в категорию комбатантов. Да? Соответственно, партизан может быть отловлен, убит, значит, расстрелян там и так далее. Его не считают, допустим, если его поймают, он пленным не считается. Ну, с этой проблемой вот мы сейчас еще в 2014 году тоже сталкивались. Вот. И, кстати, государство активно очень наше ведет борьбу именно по вот этой же причине, что вот там комбатанты, не комбатанты, международное сообщество и все прочее, 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 добровольческими различными вот, объединениями и так далее. Вот. И если вы сейчас, допустим, захотите заниматься партизанской деятельностью, то на вас правила ведения войны распространяться не будут. Вот. В плен вас можно не брать, то есть обменивать вас никто не будет потом, вот. То есть вас можно сразу убить и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, это порождает всегда жестокость со стороны вот этих самых же партизан, поскольку они тоже знают об этом, да, соответственно, они тоже пленных не берут, вот, они тоже, значит, ведут войну там соответствующим образом, вот. Так вот, для свободного общества нет этой всей дележки, да, соответственно, противник не знает, с кем он имеет дело. Да, то есть сейчас, допустим, вот разведка доносит, вот там село такое, село сякое, вот там такое, там, значит, вооруженных подразделений там противника не замечен. Вот. Армия входит смело туда, в это село, там, наводит там порядки там свои и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Потом, допустим, одна уходит, приходит другая армия на ее место, ну и вот так вот оно примерно все происходит. В случае войны со свободным обществом никто не знает, что там в этом селе. Да, там мирные жители, там, грубо говоря, или там просто, значит, люди, которые сейчас возьмут оружие, и как только вы там появитесь, они будут по вам стрелять. А скорее всего так и будет, потому что это их собственность, этих людей, и другой у них нет. Да, они ничего не ждут, они знают, если они потеряют, ну вот тогда уже все, то есть надо как-то ее беречь. Вот, то есть вот это все создает очень большую вот неопределенность, да, вот это, она создает очень большую трудность для армии, которые воюют в такой ситуации. Вот, потому что даже элементарные вот эти вот все анализы, которые делает разведка, они здесь уже не работают. Ну, потому что разведка никогда не знает достоверно, с кем она имеет дело как бы на поле боя, как делаются эти умозаключения, да, то есть ведется там разные способы ведутся разведки, вычисляются какие-то кусочки, на самом деле, всей картины, вот, и зная, как функционирует вражеская армия, поскольку своя такая же, да, в нашем случае это почти один в один, да, то есть это и одна бывшая советская армия, и другая бывшая советская армия с похожими, да, даже вот этими самыми уставами и так далее, и так далее, и так далее. То есть организация, структура этой армии известна. То есть если вы нашли, грубо говоря, там какой-то там опорный командный пунктик, да, еще что-то такое, если вы видите, что там, допустим, такое количество техники стоит, вот, возле этого, еще какие-то у вас там есть, значит, элементы, по которым вы можете, значит, судить, да, которые вам известны, вы по ним можете восстановить всю картину. Что там еще должно быть, да, потому что вам известна структура всех этих подразделений, вам известны взаимосвязи, какие должны быть между ними. То есть, если там есть вот эта фигня, то где-то должна быть и еще что-то, да, исходя из вот этой структуры, которая не нарушается, как правило, потому что иначе она воевать не может. Вот. А вот так работает, собственно говоря, разведка, потому что никогда 100% информации ни у какой разведки нет. Да? То есть есть какие-то клаптики, по которым она потом складывает, значит, вот это вот все целостное, значит, одеяло. Вот. В случае войны со свободным обществом у вас по вот этому отдельному элементу вы ничего сказать не сможете. То есть если на хуторе стоит танк, то это ничего не значит. Ну, то есть что это такое, почему он там стоит? А может быть, это просто фермер купил себе танк и катается на нем в свободное время. А может быть, этот танк будет вас стрелять, а может быть, не будет. То есть, ну, вы ничего сказать не можете по этому делу, да, то есть разведка уже, считайте, провалена у вас нафиг полностью. Вот. Поэтому единственная тактика, которая может использовать армия, значит, против свободного общества в такой ситуации, это тактика выжженной земли. То есть, когда все перед этой армией просто уничтожается вообще, да, но долго ли может, то есть, любое село, там, любое, вот они видят и сразу начинают его гасить.
Вот это единственная как бы тактика, которая может здесь работать. Вот. Но опять-таки, ну, она может сработать, допустим, в случае войны Китая с Албанией. А в случае России с Украиной уже нет, потому что уже слишком много тут народу и слишком много тут ресурсов, которые будут против этого всего. Да? Вот. Соответственно, как бы у нее тоже есть, ну, как бы свои пределы у этой тактики, да, ее можно использовать раз, два, три, 10, но можно там отгрызть какой-нибудь Крым, грубо говоря, с помощью такой тактики, уничтожив его, сравняв с землей, вот, а потом заселив туда, как бы, своих людей, вот. Но вот это все, на что хватит всей доблестной российской армии, условно говоря, если она будет использовать тактику выжженной земли, потому что всю Украину она так, значит, покорить не сможет, вот. Идем дальше. Значит, следующее преимущество, что, конечно, в свободном обществе нет внутреннего врага в лице государства. И я употребляю именно это слово, потому что война показывает, что государство является во время войны врагом для всех нас, потому что главное, собственно говоря, государство ведет против нас постоянную войну, и для нее главным объектом этой войны являемся мы с вами, а не Путин, не Россия и ничто. То есть, ну, например, то есть мы видим, что у государства нет системной заинтересованности выиграть войну. Да? То есть война сводится в итоге через следующую причину, а именно бюрократизацию. Значит, она пытается контролировать всю эту деятельность, да? И именно военные действия, поставки и так далее, и так далее, и так далее, просто в силу своей природы. Не потому, что оно злое. Оно-то и злое, там, и воровато, это понятно, это все имеет место быть. Но главное – это его природа. Даже поставьте туда любых там идеальных людей в эту систему, они все равно будут делать то же самое. То есть, потому что от людей это мало зависит. Это зависит от стимулов, с которыми эти люди имеют дело. То есть вас либо оттуда выгонят, либо вы сами уйдете, вот, либо вы будете делать то, что от вас хочет эта система. А система хочет контроля прежде всего. Вот, соответственно, контроль в этой ситуации означает то, чего хочет именно Путин. Да? То есть что сейчас происходит, о чем мы тоже говорили, то есть идет опять-таки сведение войны со стороны, значит, с нашей к войне в советском стиле, то есть к жесткой иерархии, централизации, и в итоге на поле боя, да, выигрывает тот, у кого больше ресурсов. Вот, то есть в данном случае, конечно, ресурсов больше у России. Вот, поэтому, когда здесь дебилы, значит, централизованные, и там дебилы централизованные, выиграет более толстый дебил. Вот. То есть понятно, что именно это, ну, как бы есть в данном случае целью России. Она, конечно, активно подыгрывает здесь и работает, продолжает работать в плане, значит, через вот эти все патриотические, прежде всего, лозунги и все вот это вот, значит, для того, чтобы создать у людей впечатление, что только централизация, только бюрократизация, только контроль там и так далее может решить как бы вопрос, для того, чтобы лишить Украину преимуществ, которые у нее были, а преимущества как раз состояли в децентрализации, в дебюрократизации, в инициативе, вот, способности быстро, а это значит способности быстро находить и привлекать ресурсы, чего бюрократическая структура делать не может по определению. Да? Ее задача совсем другая, ее задача ресурсы тратить, значит, так как для своих вот этих вот внутренних и иерархических как бы целей, а не для победы в войне. Вот. То есть централизация войны практически завершена. Вот, бюрократия победила, ну и, соответственно, результаты, я думаю, будут довольно плачевными. Но о свободном обществе этого быть не может. Да, то есть, ну, понятно, что, я еще раз говорю, я в данном случае ничего не предсказываю, да, потому что может оказаться, что с той стороны еще больше дебилы, чем здесь, к примеру, да, и там анонсированное вдруг там наступление вдруг действительно окажется контрнаступление удачным, вот, но это не по причине того, что наши молодцы, а по причине того, что те дебилы будут, вот, потому что уже все централизовали, все, значит, там оккупировали везде, значит, свои люди. Вот, инициатива, так сказать, подавлена на корню, вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот на поле боя сейчас у нас две, значит, советские армии. Одна большая, другая маленькая. Вот, ну, как бы вот с перспективами, кто кого победит. Вот. Ну, следующие моменты, понятно, значит, которые мы все с вами проходим здесь, это почему государство враг, да, то есть вот воздушная тревога, да, моя любимая, вот, которая закрываются предприятия там и так далее, они сами, значит, сказали, что день воздушной тревоги нам обходится в 203 миллиона, значит, гривен, долларов, пардон.
Вот. Что такое 203 миллиона военных терминов? Это 20 танков «Абрамс». Да, то есть 20 танков «Абрамс», вот день тревоги, ну, день тревоги имеется в виду сутки, да. Вот, ну, это, я думаю, подсчет там был простой, просто взяли, сколько получает там, значит, бюджет, грубо говоря, значит, поделили на 360 дней, значит, понятно, что если предприятие не работает, значит, этой цифры нет, ну, и, значит, посмотрели, сколько там в день производит, грубо говоря, экономика Украины. Ну, примитивный тупой бюджет, подсчет. Тем не менее, другого нет. Значит, вот оно, 203 миллионов долларов. Это примерно чуть больше 20 танков «Абрамс». По-моему, стоит 18 миллионов, а не 20. Вот, значит, бегают, тут устраивают шоу, значит, из-за каждого танчика, который нам кто-то подарил. Вот, слава, слава, ура, ура. А сами, значит, другой рукой минус 20, значит, «Абрамсов», которые можно было купить, да, купить на эти денежки. Вот, а не выпрашивать там, чтобы кто-то подарил. Вот, можно было купить эти «Абрамсы». Вот минус 20 «Абрамсов» каждый день тревоги, значит, 24 часа, условно говоря, неработающих предприятий дают нам минус 20 танков. Это не Путин их подбивает, вот, и не Вагнер там какой-нибудь, и никто, а собственный родной, так сказать, в кавычках, украинский чиновничек, который тупо вот это своей регуляцией, значит, воюет на стороне товарища Путина. Следующий момент, конечно, это же запрет выезда мужчин, то есть это на самом деле стимул для войны через жертвоприношение. Вот то, что было в Бахмуте, да, и, ну и в других местах, вот там вот на Донбассе, там особо какие-то, значит, зловредные генералы, видимо, командуют старой доблестной советской школы, когда там, ну, масса свидетельств, когда народ там практически сразу с военкомата бросают туда, значит, без подготовки, без ничего, вот, их там, естественно, значит, убивают. Вот. Почему это можно делать? Потому что, ну вот, потому что, значит, вот сидит здесь, значит, как в тюрьме, еще энное количество мужчин, которых еще можно призвать. Вот. Если вам, у вас этого, если вы не знаете, да, кого можно призвать, а кого нет, и сколько у вас, значит, вот этого пушечного мяса еще в резерве, то, конечно, вы будете вести войну по-другому. А если не сможете, да, тогда на ваше место придут другие люди, которые смогут. Вот. Тогда вам нужно будет считаться с потерями, тогда вам нужно будет думать о тактике, значит, и о разных хитростях военных и о прочем, о прочем, о прочем. Вот. А если нет, ну вот оно, одного убили, другого взяли, значит, вот, ну вот там сидят такие, да, в России, и здесь такие, значит, ну вот они вот друг другом, значит, соревнуются, вот, кто кого, значит, перестреляет. Вот, именно потому, что, значит, закрыты границы. Вот. И, соответственно, это, ну, мощный стимул для вот этих вот всех перцев, значит, старых из советской школы воевать так, как их учили, а не так, как надо. А их учили воевать вот именно так, да, что вот посылая на убой одно подразделение за другим, ну и где-то там, значит, у врага закончатся патроны, и таким образом мы, значит, победим. Значит, следующий момент – это регулирование цен. Проходили и проходим до сих пор, да, то есть что было сразу же, как только начались вот эти ценовые скачки из спроса и предложения, то есть то, о чем я говорил, какая реакция государства, это регулировать цены, то есть реакция рынка оставляет цены такие, как есть, для того, чтобы их потом сбить в ходе, значит, перенастройки экономики на повысившийся, значит, спрос в тех или иных местах, да, а государство, оно их просто ограничивает, создавая дефицит. Ну, вот то, что оно с бензином вытворяло, например, да, в первые дни войны. Вот. Продолжает государство разоружать население, несмотря на войну. Даже при фронтовых зонах там регулярно считают, значит, про изъятые, значит, оружие у страшных, ужасных местных жителей, вот, которые живут там недалеко и, наверное, беспокоятся за свою шкурку, если придут, значит, русские освободители, да, потому что они знают, чем это может закончиться. Вот. Но у них доблестная, значит, милиция отбирает последние средства защиты, вот, не предоставляя никаких других. Государство продолжает свою законодательную деятельность, то есть оно продолжает вредить активно, значит, регулировать там и так далее, и так далее, и так далее. Государство мешает работать волонтерам, вот, берет под контроль максимально, сколько может вот это волонтерское движение, вот, там проводит обыски и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а мы знаем, что волонтеры у нас по некоторым позициям, особенно в начале войны, по некоторым позициям занимали примерно 100%, значит, от всего снабжения, да, там всяких там тепловизоры там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Потому что у доблестной армии вдруг их
не оказалось, несмотря на то, что все эти годы, значит, аналогии мы платили, чтобы не было войны. Ну, вот. Но когда война пришла, оказалось, что ничего у них нет. Вот. И непонятно, куда все это делось. Дальше. Ну, конечно же, в свободном обществе нет войны всех против всех, да, потому что она очень сильно разобщает, поскольку основная задача государства, значит, способ его контроля подопечной территории и населения – это постоянная организация войны всех против всех, стравливание разных групп между собой, там, мужчин против женщин, женщин против мужчин, черных против белых, там, русскоязычных против украиноязычных и так далее, и так далее, и так далее. Этим государства занимаются, значит, регулярно, педалируя какую-нибудь одну тему. У нас педалируется тема, значит, вот мовы, да, то есть у нас разница идет, значит, между русскоязычными и украиноязычными, значит, всю эту тему раскручивают 30 лет. Вот представьте, что 30 лет никто ее не раскручивает, ничего этого нет. Да, соответственно, нет этого всего деления. Вот. Ну и, конечно же, такое общество, оно более сплоченным оказывается, поскольку оно имеет общий интерес, его ничего не разделяет внутри. Вот. И, конечно, такое общество легче гораздо справляется с такими кризисами, в отличие от нашего, которое разделяет и продолжают, самое интересное, даже во время войны активизировались эти штуки, вот, продолжают упорно разделять, значит, несмотря ни на что. Вот. Отсутствует в случае свободного общества такое явление, как вот это внешнее управление войной, различные внешние игроки, которые пытаются использовать это все. Понятно, что они будут, да, то есть но важно, что они не могут влиять на события, происходящие непосредственно, то есть они не могут влиять непосредственно на как бы то, что происходит здесь. Сейчас они могут через поставки оружия. Вот, они контролируют фактически украинскую власть, они контролируют ее, поскольку они ее кормят в буквальном смысле слова, и чиновники наши, значит, честно и откровенно сказали, что мы живем за счет западной помощи, а вот армия ваша, значит, живет за счет ваших налогов, вот, а нам поэтому все равно, то есть мы будем делать, что хотим, а если вы хотите, значит, чтобы армия, значит, получала там эти 30 тысяч, то платите больше налогов. Молодцы, вот, молодцы. Значит, очень важный элемент, очень важное преимущество, конечно, свободного общества – это децентрализация. Ну вот несколько примеров, да, то есть в начале войны была эта история с топливными этими хранилищами, которые частными в том числе, по которым, значит, москали нанесли, значит, довольно эффективные там удары, да, вот, ракетные. Это стало возможным только потому, что государство заставило, значит, все эти хранилища находиться в централизованной базе, вот, которую они, значит, взломали и в результате получили координаты, где что находится для атаки. Вот представь себе ситуацию, когда этого нет. Когда, значит, враг не знает, где что, где какой склад, где какое предприятие что держит. Оно может знать это только из агентурных сведений. Но вы никогда не соберете эту всю информацию настолько подробно из агентурных сведений. Вот. Тем более, что предприятия могут это все менять, то есть сегодня у вас там, завтра у вас здесь, потом предприятие разорилось, там кто-то купил, объединился, и опять все поменялось. Вот. В отличие от государства, которое там 50 лет может что-то там, у него там тушенка на одном складе, значит, лежит и все. Поэтому в случае государства, взломав централизованную какую-то систему, вы получаете доступ ко всем ее элементам. Что и было, значит, проделано, собственно говоря, врагом. Вот, в результате чего он получил координаты не только государственных этих, значит, хранилищ, вот, но и частных, которых тоже туда вписали, и, значит, нанес по ним удар. В случае свободного общества ничего бы этого не было. Да? Опять-таки мы видим оружие. То есть вот эта вся регистрация оружия, она работает только для того, чтобы можно было у вас это оружие потом отнять. Что и происходит, когда заходит оккупационная армия, они, значит, прежде всего идут по вот этим спискам, которые им любезно предоставляет милиция, ну, либо они у них уже есть, и отбирают у владельцев оружия оружие. Аналогично те организации, которые, значит, русские считают какими-то, значит, своими врагами, члены этих организаций по тем же самым спискам, по той же самой причине, что они зарегистрированы, значит, украинским там государством, и имеется база данных, вот. По тем же самым адресам они идут, арестовывают, значит, этих самых людей, которых они считают там, активистами, там, страшными какими-то нациками там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, потом их мучают, убивают и так далее. То есть только по той причине, что, что это все находится в централизованных государственных базах. Ничего этого, опять-таки, в свободном обществе
Нет и быть не может. Ну и, конечно же, любимая всеми нами тема – это отключение электроэнергии, опять-таки по причине существования централизованной системы производства и распределения, скажем так, и продажи этой самой электроэнергии, которая сохранилась Советского Союза, была формально переименована в частные какие-то, значит, псевдочастные на самом деле компании. Вот. Ну и все, кто пытался хоть раз когда-то, значит, сталкивался с попытками производить электроэнергию самому, знают, что это практически невозможно, то есть вас задавят, вас уничтожат. То есть этим вот все эти конторы занимались все эти годы. Сделать производство частное без них невозможно. Вот, там у меня знакомые пытались строить маленькую, значит, котельную даже у себя там во дворе, не имея много лет, значит, это самое, центрального отопления им не дали. Вот в итоге, хотя у них там, они уже вроде как разрешение получили, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и масса других таких историй, вот, когда, значит, государство в лице вот этих псевдочастных компаний вам просто не дают производить электроэнергию. Вот, в свободном обществе ничего этого, конечно, нет. Производи, вот, продавай. Централизованной системы нет. То есть страдает от разрушений, будут страдать только непосредственно потребители конкретного какого-то производителя. Да, могут быть большие производители, но мы видим, что они не в состоянии разрушить даже эти больших вот этих вот производителей электроэнергии. Вот. А вместо этого мы увидели цирк вокруг этой всей темы, да, которых сразу вызвал вопросы. Вот. И, мы увидели, что под маркой, так сказать, ссылок на то, что вот там русские разрушили то, русские разрушили это, идет просто, значит, банальная там продажа электроэнергии на Запад по причине большой разницы, значит, между внутренними и внешними ценами. Опять-таки непонятно, почему она существует, да, потому что это не цены, значит, это тарифы, это у них тарифы. Вот, там у них же нет цен, у них тарифы. А тарифы придумываются просто, значит, из головы, на самом деле. Вот. То есть понятно, что никакой такой подобной ситуации, которая уничтожает на самом деле экономику, вот эти вот отключения целых районов, целых регионов огромных от электроэнергии по надуманным причинам в свободном обществе быть не может, поскольку она децентрализована. Это производство и продажа, вот, так сказать, вот этой самой вот энергии. Ну и, конечно же, децентрализация армии. Да? То есть на самом деле после Первой мировой шла довольно, и особенно в начале Второй мировой, когда она уже началась, пошла такая движуха, назовем это так, за децентрализацию как бы армии, поскольку выяснилось, что подразделение, отпущенное на волю, действует более эффективно, чем подразделение, которое на каждый свой шаг ждет, значит, команды сверху. Что, собственно говоря, предполагала первоначально вот идея, ну, как бы централизованной армии, о чем мы говорили в прошлый раз. Ну, вот. Советская армия воевала всегда как централизованная, немецкая тоже. Но известны же мемуары всех этих разных там полководцев, вот, которые постоянно жаловались. Гитлер же там, ну, уже под конец войны уже совсем сошел с ума, пытался лично руководить, значит, этим всем делом. Вот, чем еще внес, еще, так сказать, уже окончательно добил эту несчастную германскую армию. И если вы откроете любой такой мемуар, вы найдете об этом, значит, очень горячие воспоминания вот этих вот самых немецких, значит, генералов. Вот, потому что он не давал им, значит, сделать никакого шага, никакого маневра без своего одобрения. Ну и в результате как бы это было тоже одной из причин того, что, допустим, союзники так хорошо и эффективно и быстро захватили, значит, вот Западную Европу. Потому что это, ну, это советская легенда, на самом деле, о том, что там никого не было, мол, все были на Восточном фронте, это фигня все. Вот, там тоже было полно этих немецких дивизий, вот. Но союзники просто воевали более эффективно именно потому, что были более децентрализованы. То есть и американская, и британская армия, вот, причем сначала британская, а потом американская, они пережили вот этот вот быстрый этап, быстрые внутренние реформы, и эти подразделения как бы на поле боя они стали более децентрализованы, более самостоятельными. Вот. Это был, ну, одна из причин как бы успеха союзников в Западной Европе, поскольку они были более децентрализованы. Вот. Аналогично у нас есть такой Цахал, где тоже как бы командир на поле боя – это, значит, царь и бог, а командир в штабе – это какое-то непонятное говно.
Вот. И пока идет, собственно говоря, боевое столкновение, мнение командира в штабе абсолютно неинтересно и не может влиять на мнение командира, который на поле боя. Но есть такое понятие, как если, например, вот этот перец, который, значит, сидит, ну, выше находится по вот этой вертикали, приедет туда, да, и там будут отдавать, значит, команды, тогда ему надо подчиняться. Но пока он находится там и не видит ситуации непосредственно на поле боя, значит, его можно игнорировать. Вот он может там что-то советовать, там что-то рассказывать, давать какие-то, значит, там данные дополнительные, но все решает вот именно вот этот вот мелкий командир, командир взвода, роты, скажем так, вот, ну, там, максимум батальона, вот, который и является, собственно говоря, царем, вот непосредственно, который знает там ситуацию и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. В такой ситуации, конечно, такая армия имеет массу преимуществ, но добавим здесь еще вот какую вещь, что, и мы это, кстати, проходили, когда было военное столкновение вот это под Киевом, вот, собственно говоря, за счет этой децентрализации, а точнее за счет того, что украинская армия, ее командование, точнее, не успело собрать эту еще свою централизованную вертикаль, и она оказалась парализована и практически не работала. Ну, скажем так, работала не так, как они бы хотели, вот. И удалось остановить это продвижение на Киев, там разгромить эти колонны, вот. Ну и, собственно говоря, вот очистить вот этот север Украины от русских. Ну вот. И потом аналогичным же образом и действовала уже наступательная, как бы, Харьковская операция путем вот этих махновских тачанок, значит, которые проникали далеко вглубь, так сказать, расположения врага, чего он, собственно говоря, конечно же, не ожидал, да, поскольку, ну, Вторая мировая, фронтальные атаки, вот это вот все, значит, большая толпа бежит, вот, все стреляют, а тут, значит, какие-то на джипах, на вот этих вот, значит, ездят с пулеметиками, постреливают, непонятно, что происходит, вот, непонятно, что делать. Вот, то есть децентрализация армии имеет как бы ключевое значение. Добавим сюда еще вот что в случае свободного общества у нас отсутствует важный элемент, который никакая армия государственная, неважно, она там централизованная или децентрализованная, никогда не отдаст. А это именно снабжение. Да, у нас все равно при любой децентрализованной армии централизованное снабжение. То есть все боеприпасы, там, вплоть до ручек, там, условно говоря, и бумаги, да, все идет через вот эти вот все там миллионы инстанций, значит, до вот этого человека, который непосредственно в окопе сидит. Вот. А ничего этого в свободном обществе нет. Да? То есть если это частная армия, то понятно, что это все снабжение происходит на деньги как бы владельца этой армии, ну вот, или владельцев, да, ну вот этой армии, и они уже там заботятся о том, как это все происходит. Вот. Но понятно, что если это частная армия, то командиры подразделений все равно должны иметь право там покупать сами. И это уже приводит к нас в другую совершенно ситуацию, когда мы увидим абсолютно другую историю. То есть, что мы видим сейчас об этом, ну, как бы писали, это еще характерно, на самом деле, для Первой мировой войны, ситуация, которая еще тогда, значит, возмущала там репортеров, вот. А потом это все повторилось во Второй мировой и повторяется регулярно, значит, с тех пор, несмотря на все крики о реформах там и прочая ситуация такая, когда люди на передовой вооружены и снабжены хуже, чем, значит, те, которые в тылу. Вот. И это как бы вот парадокс этот, как бы, да, описан еще с времен Первой мировой войны, вот. Но на самом деле никакого парадокса здесь нет, это вполне как бы логичная работа вот этой всей бюрократической системы. Так вот, в случае свободного общества, тот, кто сидит именно в окопе, он будет, конечно же, оборудован самым лучшим, так сказать, образом, потому что задача состоит выиграть войну, а не, значит, потому что, ну, задача чиновника – это решить свою чиновничью функцию, решить свою чиновничью задачу, которую мы выдали вот здесь сейчас. Вот столько-то там, значит, горючего должно быть отгружено, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот это его задача, да, задачи выиграть войну у него нет. Вот это надо понимать. А вот задача у тех людей, потому что у нас в данном случае меняется, вообще говоря, причины и следствия. Потому что те люди, которые сидят в окопе, они покупают, да, либо им там кто-то дает уже, неважно, это и так далее. Либо они там просят, дайте нам, да, им уже там собирают и дают. Вот. От них исходит как бы заказ этот, да. Сейчас заказ идет от верха, который там знает, как ему кажется, сколько должно быть там патронов, сколько должно быть того, и дальше оно все спускается, значит, потихоньку, и каждый на этом этапе, значит, вот тоже там свои какие-то задачи решает. Вот. Тут же идет, ну, все меняется, ставится с головы на ноги, да, поскольку заказчиком является подразделение на поле боя, главным.
И от него уже идут, как бы вот все уже, если уже там есть иерархия какая-то, то она растет вот так вот, условно говоря, снизу, да, то есть вот это уже этот элемент, он на самом деле становится верхним элементом в иерархии, да, и от него уже ну, растут вот эти росточечки вниз. Кто покупает или дает, или там собирают деньги, уже неважно, да, но вот этот элемент подразделения на поле боя является главным элементом в движении вот этой всей снабженческой цепочки, а не так, как это выглядит, конечно же, сегодня. А, Важный момент, опять-таки, с правами собственности, что они в свободном обществе, они ясны и определены, да, то есть никакая сволочь, значит, там на танчике не может кататься, свой, чужой, неважно. Да, кататься по вашим огородам, значит, не может. Вот. И очень важный еще элемент есть, что мы об этом говорили уже, по-моему, что в нашем случае собственником всего вооружения и в любом случае, в другом любом случае, значит, там государственная армия выступает Министерство обороны. Ну, а там могут быть другие какие-то, значит, государственные структуры. Вот поэтому, например, в нашей войне есть случаи, когда есть такая проблема трофей. Да, вот вы захватили танк, значит, его вам надо поставить на баланс в Министерстве обороны Украины. Сколько времени, как вы думаете, это займет? Вот, да, поэтому очень часто, ну, я не знаю, насколько часто, это потом уже после войны надо будет расследовать все. Вот. Но такие случаи мне, например, известны, когда командиры просто трофеи не захватывают, они их уничтожают. То есть он нашел какой-то мелкий склад, да, понятно, в случае большого склада ему это вряд ли удастся сделать, но просто чтобы не связываться с вот этим вот всем, с Министерством обороны, с чиновниками там, а вот у нас по описи здесь было, значит, вот смотри, тут, значит, у москалей по описи тут, там, допустим, 1000 снарядов, а у тебя тут на складе только 500, это ты, значит, украл эти 500 снарядов, давай отвечай. Ну, например, ну, вот я просто фантазирую, да, сейчас, но я уверен, такие ситуации были, да. Ну, например, вот захватили, там какая-то опись висит. А куда? А может, это москали уже расстреляли эти 500. Но у вас по описи там 1000, а у вас на складе 500. Приезжают, значит, этот дядька толстый, значит, грубо говоря, из Министерства обороны, вот, начинают вам предъявлять претензии. Понимаете? Вот. И я думаю, что таких историй много, поэтому вместо того, чтобы танк, допустим, захватить и отправить его на рембазу, и, значит, потом он будет воевать на нашей стороне, иногда проще его просто-напросто взорвать. Чтобы не иметь этого всего гемора, который, значит, с этим всем связан. А в свободном обществе это трофей, это собственность, значит, естественно, того, кто его захватил. А дальше они уже сами там решают, допустим, если это подразделение, допустим, ну да, это тогда коллективный собственник тогда этого танка, это подразделение может быть, допустим, это конкретный там Иванов, Петров, Сидоров, да, вот они владеют этим танком. Они могут его продать кому-то, значит, передать и так далее, и так далее, и так далее. Никакого Министерства обороны здесь нет, потому что право собственности, ну, и, собственно говоря, Гамстед. Прямой типичный Гамстед. Иду танк, чей танк? Мой, я его нашел. Все. Вот. Поэтому в данном случае, конечно же, использование, ну, как бы, снабжения со стороны противника, да, то есть ленд-лиз со стороны противника в свободном обществе, он более гораздо эффективен, потому что нет этого вопроса с фиктивным вот этим собственником в лице министерства и прочего, значит, всей этой государственной ерунды. Дальше. Свободное общество гораздо быстрее будет использовать новые виды войны, то есть все эти роботы и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, поскольку там нет, опять-таки, ни Министерства обороны, ни Укроборонпрома, ничего вот этого вот, экспериментируй, пожалуйста, значит, экспериментируй в том числе и на поле боя, вот, делай, если это даст результат, хорошо. Ну, вот тогда так будут делать, как все. Ну, аналогично с тактиками, точно так же, да, то есть с боевым применением тех или иных, так сказать, вооружений. Вот, опять-таки будут эксперименты, чего, опять-таки, сейчас сделать очень трудно. Да, то есть делали в начале войны, я не знаю, делают ли сейчас, но просто, но как только все более-менее там устаканивается, да, как мы знаем, возвращается бюрократия, опять начинают всем рассказывать, что правила есть правила, надо действовать только так, как написано, значит, в уставе, там, тыры-пыры, никакой самодеятельности, ну, вот эти вот все песни, которые, значит, всем нам хорошо знакомы. Если нет самодеятельности, значит, вы уже проиграли, все, это можно, значит, уже ставить крест. Очень важный, опять-таки, момент, это мотивация. Да, на самом деле нужно было с него начинать, но мы, значит, наверное, уже закончим. Вот. Почему? Потому что всегда спрашивают, ну а кто же будет воевать в этом вашем там свободном обществе? Если мотивация есть, то воевать будут. Вот мы говорили, опять-таки, сравнение Россия-Польша, война с Россией, значит, все идут воевать, война с Польшей никто воевать не идет.
Вот. То есть, но для свободного общества надо понимать, что воевать пойдут с любым другим государством. Потому что понятно, что все будут знать. То есть, если мы говорим свободное общество, это значит общество, которое от своего государства уже избавилось. Оно уже, ну, как бы эти люди уже понимают, чем любое государство, неважно, Польша, там, Великобритания, кто угодно, вот, для них грозит, да, то есть это всегда будут налоги, всегда будет регулирование, в вашу жизнь будет лезть, он будет рассказывать, какие слова можно произносить, какие нельзя, ну вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, естественно, что мотивация будет одинаково велика, но, может быть, еще там личная неприязнь, да, в случае России будет еще работать, если будет Россия. Но в случае с Польшей воевать точно так же пойдут. Да, воевать точно так же пойдут. И мы видели, кто идет в начале войны. Да, было четко видно, что идут люди самостоятельные. Часто это владельцы каких-то бизнесов, там мелких, средних и так далее. Вот, люди с высшим образованием и не одним. То есть, грубо говоря, это не селюки какие-то, которых там отлавливают по горам, вот, где-то в Карпатах. Вот, а идут воевать именно те люди, которые понимают, что они потеряют. Да? Но поскольку мы говорим, что это свободное общество, значит, таких людей там гораздо больше. И там все понимают, что они потеряют, если их захватит государство. Но если там у них будет опять это государство, от которого они сдыхнут. Вот. Они знают, чем это грозит, соответственно, никакой проблемы с мотивацией, там, и кто у вас будет воевать, нет. Да? Вот. Есть еще один момент, это уже последний, потому что 12 часов. Вот. Это тот факт, что нет такой истории тоже в свободном обществе, как карьерное соображение офицера. Это момент, описанный в массе книжек там, и так далее, и так далее, и так далее, когда ну, офицер, он же служит как бы долго, да, там 25 лет, вот, в случае, там, допустим, советской армии, не знаю, как там на Западе, вот, и ему надо делать, а война, так, ну, для офицера это как бы вот непосредственно способ быстренько пройти, значит, по карьерной лестнице, вот, ускорить это движение по карьерной лестнице, потому что в мирное время там положено, между разными званиями там есть определенные, то есть ты должен быть там, условно говоря, 3 года лейтенантом, да, потом ты должен быть там 3 года старшим лейтенантом, потом тебе дают следующее звание, там, так далее, так далее, так далее. Здесь ты можешь это все ускорить. Вот. Ну и должность, соответственно, точно так же. За счет чего ты можешь это ускорить? У тебя призывная армия, то есть у тебя есть расходный материал в виде людишек, и вот всегда есть у офицера соблазн как бы там проявить геройство за чужой счет, значит, особенно, ну, у офицеров, которые не на поле боя находятся, а которые находятся чуть-чуть подальше, ну вот, у них такой соблазн как бы постоянно присутствует, то есть решить свои задачи звездочки на погоны за счет вот этих людишек, которых ты не знаешь, знать не хочешь, которые непонятно кто, которые где-то понабирали, значит, пригнали, дали им, значит, автоматики, и ты ими будешь манипулировать, вот, и они тут тебе, значит, твою задачу решат. Таких историй, ну, масса, и они, конечно же, очень сильно мешают воевать. Вот, и есть хороший фильм, опять-таки, того же Малика, «Тонкая красная линия», я его всем рекомендую. Вот, он сделан очень как-то так неожиданно. Вот, там вот именно элементы вот этой вот войны, они показаны очень хорошо. То есть, собственно, сюжет к этому и сводится. Что когда, уже не помню, на каком там атолле, значит, ну, американцам, значит, пытаются занять атолл, там, значит, эти японцы очень хорошо укрепились. Вот, и этого несчастного лейтенанта, значит, требуют от него, чтобы он, значит, штурмовал в лоб этот атолл, ну, эту, значит, горку, где сидят хорошо укрепленные японцы в дотиках, значит, отстреливают этих американцев. Вот, он отказывается. Он отказывается, там ему грозят трибуналом и все такое прочее. Вот. В итоге он находит... Ну, а, собственно говоря, почему грозят трибуналом? Потому что там какой-то, значит, майор, он, значит, хочет там повыситься в звании, быстренько взять эту высоту, чтобы доложить, отрапортовать, что высота взята. Вот. Он находит там путь обходной, они обходят с тыла, значит, эти укрепления и решают эту задачу, как бы в результате чего его по трибуналу не отдают. Вот. Но тем не менее, да, сам факт. Истории же еще имеют и другую сторону, а именно отстрел солдатами офицеров. Вот таких вот рьяных и желающих повоевать, значит, и выслужиться офицеров, их тупо отстреливают. Вот. Причем в довольно промышленных объемах. И это явление хорошо, опять-таки, известно еще с Первой мировой войны. Ну, где ситуация вообще патовая, потому что там, значит, здесь у нас ну, еще более-менее маневренная война, да, а там вообще один окоп, а тут другой. Ну, вот. И если ты бежишь туда, то тебя убивают, а если эти бегут, то тебя убивают. Ну, вот какой тут может быть, значит, героизм, да?
Вот. Тут они, значит, борются, 2 года борются, значит, за движение линии фронта там на 100 метров в одну сторону или в другую. То есть, ну, как бы вот так это выглядит. Ну, вот. А тут приезжает, значит, какой-то из Лондона, значит, там 18-летний пацан, ну, вот, и начинает, значит, горя желанием тебе, значит, чуваку, которому там 45 лет, который, грубо говоря, знает жизнь, рассказывать, что тебе надо бежать в атаку, вот, потому что, значит, ему так хочется. А ты прекрасно знаешь, что никакого военного даже результата этот героизм твой не даст. Ну, вот. Ну и вот случаев отстрела офицеров тихонько так в спину, вот, их много было, мягко говоря, да, поэтому проблема, это, кстати, одна из причин была того, что армию попытались сделать более децентрализованной. Ну вот, потому что вот этот младший командирский состав, он почему-то очень... Потери среди него были значительно выше, чем потери в среднем как бы, по другим категориям военнослужащих. Ну, а именно по причине того, что они пытались, значит, выслужиться и решить какие-то свои карьерные проблемы за счет вот этих вот, значит, солдатов, вот, которых там где-то понабирали по кабакам. Вот. Ну, вот этого, понятно, ничего не будет, да, то есть, если это частная армия, то они все друг друга знают. Кстати говоря, частная армия – это армия очень высокой дисциплины, чтобы вы знали, да. Тот же Блэквотер, он же постоянно, его обвиняли там в жестокости и тому подобное в отношении к своим служащим, но это часть контракта. Вот, поскольку ты, если идешь служить, да, то тебе объясняют, что, чувак, если ты не выполнил приказ, мы тебя расстреляем, например, ну, грубо говоря. Вот. Но ты об этом знаешь. Ты об этом знаешь, ты понимаешь, на что ты идешь, но тебе за это платят. То есть вот этот вот риск ты несешь вместе с собой. Да? То есть когда почему-то есть такая подразумеваемая фишка, что частная армия – это армия, где, ну, вот просто вот какие-то чуваки ходят, им бабки платят, ну, там никакой дисциплины, значит, понятно, нет, наоборот. Наоборот, там очень жесткая дисциплина, очень жесткое исполнение приказа, вот, но разница в том, что эти люди пошли туда добровольно, и им платят за этот риск. Да? То есть они увидят, о, бабки хорошие, готов я подчиняться, думает такой человек, наверное, готов. Они там проходят тренировки, обучение, их там, понятно, что они просто всех подряд туда берут. Ну вот, то есть если видят, что человек как бы, ну, не в состоянии это делать, он, конечно же, туда не пойдет, его не возьмут просто-напросто. Вот. Но вот те, кто берут, они знают, ну, чем они рискуют, да. Они знают, что приказ должен быть выполнен там и так далее, и так далее, и так далее. Но, опять-таки, и офицеры частной армии, и солдаты частной армии, они хорошо друг друга знают. У них общие карьерные соображения. У них нет вот этой вот разницы, да. То есть разница между кадровым офицером и призванным солдатом, понимаете? То есть это очень большая, это очень, ну, это очень... Они и тот, и другой, они находятся, в случае частной армии, на разных, значит, так сказать, стадиях, уровнях этой иерархии военной. Но, тем не менее, это люди, которые делают одну работу. Вот. Это как, ну, как любое другое, собственно говоря, частное предприятие. Вот. Да, там тоже есть эти элементы, как любой, ну, как в любой иерархии появляются элементы бюрократизма там и всего прочего. Вот. Но у них есть совершенно четкие как бы критерии, у них есть критерии прибыли там, и так далее, и так далее, и так далее. Решают они задачи совсем не так, как это делают вооруженные силы. Ну, допустим, там можно почитать там интервью того же руководителя этой компании, как они там работали в Афгане, вот, и насколько эффективна была их работа, допустим, по сравнению с той же государственной армией, вот, и так далее, насколько умело они используют ресурсы и все такое прочее. Понятно, потому что понятно, что никто умирать-то не хочет, да, они хотят сделать работу и получить свои деньги. Вот. И исходя из этого хотят и вот эти офицеры, и вот эти солдаты, которыми они, значит, там командуют. Вот. Но эта ситуация совершенно не та, как в случае, когда офицер – это есть кадровый человек, то есть профессиональный, а солдат – это человек, которого отловили в кабаке. Вот, задача которого выжить любой ценой, вот, которому ничего не платят в итоге, вот, у которого никакой мотивации, вообще говоря, что бы то ни было делать, там, придумывать что-то себе, там, какие-то хитрости военные и так далее, тоже нет. Вот. Вот на этом мы сегодня закончим. Я надеюсь, что там остался один важный момент, о котором поговорим уже я смотрю, тогда в следующий раз. Вот. Думаю, что там даже мы управимся быстрее, чем сейчас. Все, на этом у меня все. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, давайте. Да, у нас сегодня как раз юбилейный 50-й стрим с начала полномасштабного вторжения. И 50 стримов мы, в принципе, говорим. То, что мы говорим, оно, к сожалению, оправдывается. То есть в той части, в которой мы не хотели, чтобы оно оправдалось, но оно вот так вылазит.
централизованная армия, война. Ну, кто не знает, например, с января декабря 22 года по настоящее время россияне оккупировали в 2 раза больше территорий, чем мы освободили. То есть они небольшие площади, то есть там, по-моему, они 625 километров захватили, 320 мы освободили. Но, тем не менее, такое медленное продвижение, оно все равно идет, и такими темпами лет за 20 они, в принципе, если ничего не произойдет, то смогут дойти до Киева. А спешить им, видимо, некуда, ресурс бесконечный, поэтому... Но у нас есть большой плюс, все-таки у нас есть подразделения типа Кракена, Азова, которые действуют совершенно иначе. И действия, и есть еще несколько подразделений, названия которых не так популярны, не так известны, которые работают немножко иначе. И, видимо, на них и надежда, на непредсказуемость и неопределенность их действий. Ну, это, в общем, так. Тогда перейдем. Тут есть, в принципе, один вопрос, но он такой достаточно разлогий. Украинское начальство получает средства с Вашингтона, но в Вашингтоне уже неделями обговаривают, что война, по их прогнозам, не завершится, и военным путем украинцы не освободят тут ничего. Но тут не только в Вашингтоне, кстати, тут уже подтянули разных людей, которые пытаются доказать, что никто ничего уже не освободит, нужно отдавать территории, на этом заканчивать. Почему стимул украинской элиты должен поменяться, и они должны захотеть победить в итоге? Украинцы, я вижу, что пишут, что готовы терпеть. Выходит, война не завершится, ибо стимулов ни у кого к этому нет. Вот такой вопрос. Ну, это опять-таки прогноз. Я не знаю, что будет. Да, то есть, я думаю, что будет какой-то черный лебедь. Ну, если так, то есть только на него можно рассчитывать на самом деле. Ну, что-то случится, то, что опять придаст элите, допустим, стимул, вот, именно действовать в смысле победы. И причем он может прилететь, из самых неожиданных каких-то мест, там, допустим, Байден умрет, да, там, не знаю, там, Сорос умрет, Шваб умрет, или все трое умрут лучше, вот. То есть там Путин умрет, не знаю, там еще что-то случится, да, тут какие-то такие вот моменты. Что-то взорвется там где-то. То есть, вот так, да. Если так будет продолжаться, как оно идет, да, то, конечно же, да, тут вот так оно и будет. То есть это будет какой-то замороженный конфликт. Вот. На что, собственно говоря, и был расчет. То есть, как мы уже говорили, расчет был на то, чтобы Украину отдать. Вот поставить на ней как бы точку, потому что она никому не нужна, никто за нее не хочет отвечать, а вот типа Россия готова, вот и хорошо, значит, пускай забирает. Вот. Но этого не вышло, да, тогда второй вариант, а как нам использовать эту ситуацию, которая сложилась. Вот это все было очень хорошо видно в первые месяцы войны, все эти колебания в западных элитах, да, то есть быстрая смена, попытка найти новую позицию, от позиции первоначально, давайте мы, значит, поможем, пускай они Путину дадут по голове, до в итоге принятого решения, очевидно, что нет, где-то уже к осени оно было принято, что нет, мы, значит, Украине помогать всерьез не будем, будем управлять этой войной, потому что это всем выгодно, всем хорошо, нам это выгодно, очень выгодно во внутриполитической борьбе в Америке, поскольку это раскалывает республиканскую партию, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы будем делать то, что они делают, да, то есть там час по чайной ложке давать какую-то помощь, там обещать, значит, в декабре, значит, Абрамсы, и потом в итоге сказать, что они, наверное, будут к следующему Новому году. Примерно, вот так это выглядит, да, то есть, вот. Если так это будет происходить, то да, вот так вот оно и будет. Потому что затяжная война действительно выгодна всем бюрократиям. Они очень любят эти вещи. Они любят этот ближневосточный конфликт, очень любят. Там же еще помимо ближневосточного в мире полно других, мы их просто не знаем. У нас такая есть иллюзия, что кроме войны, значит, у нас больше нигде ничего не происходит. И что весь мир должен по этой причине, значит, нас любить, помогать. Мы точно так же ничего не знаем, например, про войну в Конго, которая была, где там убито было там, несколько миллионов людей, на секундочку. Да, что вы знали об этом? Ничего вы об этой войне никогда не знали. А она что же была? И там тоже участвовали вот эти вот западные, значит, элиты. Они там тоже что-то себе там мутили, вокруг этого всего.
Вот. Точно так же и здесь, да, поэтому не надо, ну, как бы ставить себя на какую-то позицию там супер-пупер, значит, важной схемы, вот, которая вот должна спасти мир там и так далее. Нет, они это рассматривают не так. Ну, вот, они это рассматривают как способ освоить какие-то средства, там, устраивать какие-то конференции, там, ну, иметь, грубо говоря, топик, да, для своих там рассуждений, вот, для своих инициатив мирных, значит, и так далее. Им же надо поле деятельности, политика. Ну, вот. Я всегда помню, как, когда первый раз предложил, я помню, как шокировало там некоторых, значит, идей. Я говорю, да давайте мы будем, значит, договоримся с нашей элитой, что мы им будем платить вот ту зарплату, которую они получают, в обмен на одно простое условие, что они ничего делать не будут вообще. Да? То есть, как только мы замечаем, что депутат появился в Верховной Раде, значит, мы ему перестаем платить зарплату, все. То есть, вот они должны сидеть по домам, а мы, значит, вот сколько они попросят, вот столько мы им будем платить. Вот, лишь бы они только ничего не делали. Вот я помню шок, значит, у человека, когда вот говоришь, значит, такую вещь, да, вот, начинаются самые разные. Как, подожди, ну что, ну а как? То есть, но у представителей вот именно элиты это вызывало самый большой шок. Почему? Потому что для них же ж важно, ну, поле деятельности им нужно. Вот если он сидит, ничего не делает, да, то возникает вопрос, зачем он нужен. Вот. А вот есть война в Украине, надо, значит, вот у меня отличная идея по значит, решению кризиса в Украине. Никто тут толком не знает, правда, в чем, но все газеты пишут. Ну, вот он дает интервью там и так далее. Ну, это вот они же вот так вот мыслят, да, то есть для них вот это важно. Это их бизнес, да, чтобы оно было. Вот чтобы там что-то происходило. Прекрасно, конфликт в Европе, зашибись. Ну, в Европе конфликт. То есть это еще способ, допустим, решения, а, точнее, фактор в отношениях между США, допустим, и Евросоюзом. Да? То есть фактор давления на тот же Евросоюз, фактор давления Евросоюза на Америку уже. То есть, а вот у нас война, а вот у вас война, да, то есть и каждый тут свое уже там начинает вот, тереть. Когда войны нет, ну вот уже все, уже как-то пропадает куча возможностей, которые возникают в связи с этой войной. Поэтому война должна продолжаться. Война должна продолжаться. То есть, да, она будет, ну, они будут делать все, чтобы она была не в активной, скажем так, фазе, да, чтобы не было там массовых вот этих вот каких-то там движений, наступлений, контрнаступлений. Там. Ну, вот так вот там потихоньку сегодня один бахнут, завтра другой бахнут, оно будет там отжимать, то это. Вот. Ну, на самом деле России та же самая фишка. Им тоже нужна такая война. Им тоже, Путину особенно нужна. То есть вот у нас война, мы воюем с НАТО. Вот. Он даже проиграть может эту войну смело, потому что с НАТО. Да, он же не с Украиной воюет, он же теперь с НАТО воюет. Ну вот. Поэтому он может, ну, в какой-то момент, вдруг там что-то там случится, он может сказать, ну, мы же НАТО проиграли. Да, ну, что же вы хотели, это все-таки НАТО. Ну, то есть и русский народ его поймет прекрасно, да, скажет, ну да, НАТО, это же не хохлы какие-то несчастные, да, да, вот НАТО, да, это серьезные пацаны, мы с ними на равных, но вот они сейчас оказались сильнее, но мы вот подготовимся лучше, значит, в следующий раз и мы им покажем. Вот, поэтому всех вот эта ситуация, которая есть, она всех устраивает, да, то есть, ну, поэтому будут все эти шахеды тут бесконечные летать, значит, эти, ну вот, такие ракеты, сякие, там, и так далее, и так далее, и так далее, до прилета черного лебедя, который может эту ситуацию каким-то образом изменить. Радикально где-то, да, где-то что-то лузнет. Опять-таки, там, дефолт в США, если он случится, вот, поскольку его давно не было. На самом деле в США было, по-моему, уже один или два дефолта. Вот, один был точно во время гражданской войны, там, ну, короче, такое. Тем не менее, какой бы он там формальный не был, вот, поскольку процедура суверенного дефолта отсутствует как класс, да, то есть никто не приходит описывать имущество, и никто не увольняет менеджмент, вот, и не ставит свой, вот, но все равно последствия будут. Последствия будут для рейтинга, значит, вот этих самых вот гособлигаций, которые являются основой финансовой системы Соединенных Штатов и, соответственно, доллара. Да. Вот, последствия будут как минимум на этом уровне, вот, а это уже очень серьезный уровень. Соответственно, от облигаций будут отказываться, вот, их будут пытаться, значит, продавать там с дисконтом и так далее, и так далее.
Вот, и это может тоже подтолкнуть, значит, там, к каким-то там событиям. Даже вроде бы такое незначительное на самом деле событие с точки зрения прямых последствий, да, как дефолт Соединенных Штатов Америки. Вот. И вдруг это как-то может тоже где-то здесь вылезти у нас, значит, каким-то вот волшебным образом, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, там много чего, да, то есть еще ждет, опять-таки, там кризисы, они же нам рисуют разные, и продовольственные, и энергетические, там, и какие хотите. Но если они думают, что они ими, значит, будут управлять, то они, конечно, ошибаются, и эта война им, кстати, должна тоже была показать, что они ничем не управляют, но, по-моему, там они не способны ничего этого увидеть. Вот. В целом у них, конечно же, все идет по плану. То есть, ну, а план у них, чтобы все было хуже. Ну, в этом смысле, да, конечно, все идет по плану, потому что действительно хуже становится. Вот, у них, значит, там население они хотят сокращать, оно сокращается. Да. Все идет, в этом смысле все идет по плану. Вот. Но, опять-таки, тут все это может выйти из-под контроля, и каким-то образом ситуация изменится так, что здесь вдруг опять, значит, там гетманцев будет бегать и кричать, что украинцы такие классные, что с них даже налогов брать не надо, они, значит, танки голыми руками останавливают, вот поэтому, значит, все. Вот когда такая ситуация будет, тогда у нас будет реальный как бы шанс на победу, ну вот, а он есть, потому что такая война еще имеет еще как бы такое, ну, такое важное последствие, что со временем как бы напряжение и не напряжение, скажем так, а остервенение вот это вот, оно спадает. Ну, вот. Открываются глаза у многих, да, то есть, и в нашем случае, как бы, чем дольше, допустим, русские воюют, тем больше у них будет вопросов, что говоря, о чем мы тут делаем, а нафига это все надо. Ну, вот, а почему мы тут воюем там и так далее. То есть это будет такая, ну, возня, как в Чечне, да, то есть которая все равно для них ничего хорошего не сулит. Потому что мотивации у них тут воевать нет на самом деле. Ну вот, сколько бы они там ни накачивали, бесконечно накачивать это нельзя. Ну, вот, чем дольше это продолжается, тем эта накачка, значит, меньше работает и даже работает в другую сторону. Ну вот. А у нас как бы наоборот. То есть у нас, что называется, держимся из последних сил. То есть у нас ничего не меняется в этом смысле, да. То есть, ну, понятно, что глаза будут тоже открываться, но в другую сторону. То есть они будут смотреть на то, что делается в тылу. Да, а вот что там шаловливые ручки, значит, вытворяют, потому что непонятно, мы тут сидим, значит, в окопах, у нас ничего нет, а вот эти вот там что-то вот такое, значит, творят. Ну, каждый раз это же будет, да, будет очередной верховный судья, там еще какой-нибудь, значит, пацаны там какие-нибудь взятки, там это что никуда не исчезло. Вот, и прочие скандалы такого рода. То есть они, конечно же, создают все эти вопросы, собственно говоря, зачем, да? То есть мы тут, значит, воюем, чтобы ради чего? Чтобы вот эти вот, значит, там в себе жировали. Вот. То есть тоже будут эти вопросы. Но это правильные вопросы, да, то есть они как бы не убавляют стимула воевать, они наоборот прибавляют стимула, давайте скорее тогда закончим тут с москалями и пойдем там разбираться, что там в Киеве творится. Ну вот. То есть для нас, ну, можно на это рассчитывать тоже, что где-то вот этот процесс, он даст какой-то результат, да, то есть одна сторона будет, ну, еще больше терять как бы свой моральный дух, другая, наоборот, как бы будет его менять, скажем так, не приобретать, а менять, да, то есть будет тут не только что защитимся от москалей, но и давайте разберемся с этими, которые нам мешают воевать. Вот. Поэтому, ну, я рассчитываю только на какие-то вот такие вот вещи, на саму элиту, на ее логику, там, на какие-то, на ее заинтересованность в победе тут рассчитывать нельзя. То есть, да, это может продолжаться очень долго. Ну, и тем более скандалы-то вылазят, и стало известно о том, что люди в самом начале войны отправили деньги за оружие себе же на счета за границу, и там и оставили. Ну, нормально, что. И продолжали это делать, и продолжают, я подозреваю, что у нас много оружия, денег, которые тратятся на оружие, они просто не доходят. Ну, и с другой стороны, если оружие дают, то почему бы не заработать тем, кто имеет такую возможность? А зачем создавали государство под себя, зачем выбирали это место, чтобы, наоборот, в самое удобное время как раз и яйца по сколько, по 17 гривен, это еще цветочки по сравнению с тем, что будет сейчас вылазить. А вылазить все будет больше и больше, потому что народ в тылу успокаивается, ракетным ударом привыкает. Ну, уже в Киеве, например, ну, там люди очень крепко спят под шуршание насамсов и патриотов, которые сбивают над головой ракеты. Это все такое. Кроме шуток уже ничего не вызывает. Уже, ну, человек ко всему привыкает. Ну, что же сделаешь?
С другой стороны, из-за границы, если мне первое время звонили, спрашивали после каждого обстрела, теперь уже всем на самом деле пофиг. Вас обстреливают? Ну ладно, ну да, это уже как дождь. Да, вот Киев обстреливают ракетами. Ну как-то все вокруг в мире привыкли. И оно уже становится такой буденностью по всему миру. Такая привычная новость. Но мы внутри этого всего как-то продолжаем жить. Ну и будем надеяться, что все будет по-нашему. Будет хорошо. В принципе, 1,5 часа. У нас остался еще вопрос с прошлого раза. Я не знаю, будем отвечать? Там достаточно. Давайте. Сейчас, секунду. У меня тут развернулся экран. Секунду. Ну, собственно, вопрос был следующий. Как просто объяснить людям вред государств, если свести его совершенно просто? Пересечному вот гражданину объяснить простыми словами, в чем вред государства. Потому что говорят, что мы же живем, при этом как-то богатеем, оно нам особо не мешает. Ну, вреда от государства на самом деле много, и он разный. Вот. Какой именно, да, вред выбрать для того, что вот в чем задача. То есть какой именно вред выбрать для того, чтобы конкретному человеку. То есть надо просто тогда, если вы знаете этого человека, надо просто подумать, какой именно вред его шокирует больше всего. Например, многих шокирует цифра, что государство в течение 20 века убили более 200 миллионов людей. Да, и как-то начинают, блин, а как же это так, да, то есть вот, да, 2 мировые войны, это кто устроил? Государство устроило, да, то есть репрессии разные, Сталин, там, Мао Цзэдун, там, и прочее. Вот если это все сложить, включая там даже незначительные, как бы, там, малоизвестные нам, например, истории, где тоже на самом деле там Турция, там геноцидила, там, значит, там другие страны, где на миллионы шел уже счет, вот. Вот он за 20 век они, значит, около 200 миллионов наколбасили, да, то есть это больше, чем там во всех остальных войнах, значит, человечества за всю предыдущую историю. Вот. Это только, ну, войны, да, то есть, ну, а тут еще как бы учитываются и репрессии против мирных жителей. Ну, вот. То есть понятно, что частная преступность, никакая частная преступность только народу не убила. То есть там, если там наберется миллион, то и то хорошо будет. Вот. За 20 век, я имею в виду. Поэтому, ну вот масштабы, да, то есть просто сравнить масштабы разрушений. То есть понятно, что это только погибшие, а еще же были, там, это понятно, что это разрушенное предприятие, что это там остановленный бизнес, недополученная прибыль. То есть если это попробовать в денежном измерении представить, это какие-то невероятные будут триллионы, там огромные, вот, которые больше, чем государственный долг США, который оно никогда не сможет выплатить, даже если захочет. Вот. Поэтому, ну, вот так можно идти, да. На других, например, шокирующе действует тот факт, там демонстрация статьи Уголовного кодекса «Грабеж». Вот. И демонстрация статьи Налогового кодекса определения налога как безусловный обязательный платеж. То есть одно дополняет другое. Что такое безусловный, значит, вот обязательный платеж? Это означает, что вам ничего не должны взамен, без условий. То есть, когда вы идете в магазин и покупаете там какую-то вещь, это есть условный платеж, потому что вы даете деньги, вам дают товар. Если эта процедура нарушается, значит, если вам не дают товар, например, то будет виноват продавец. Если вы берете товар, не даете денег, то будете виноваты вы. Значит, есть соответствующие уже дальше статьи там, Уголовного кодекса. Да? Вот, воровство там и так далее. А в случае государства никаких условий нет. Да? То есть налоговый кодекс честно пишет о том, что мы вам ничем не обязаны, а вот деньги вы нам отдать обязаны. Да? Аналогично, как бы здесь же рядом демонстрируется статья, значит, грабеж, там, а там рядом там, разбой там, и так далее, вот, которая полностью описывает налогообложение процесса. Вот. Полностью описывает процесс налогообложения, потому что вот оно по статье Уголовного кодекса проходит. Да, то есть почему? Никакого договора у вас с государством нет. То есть вы ничего. Это не является как бы санкцией по контракту, как это ну, часто то есть, представляют, да? То есть ну, вот либертарианцев часто видят в таком вот цвете, когда они говорят, что налоги это грабеж, что они возмущаются тем, что их насильно заставляют платить налоги. Нет, не в этом дело. Либертарианец не против насилия.
Это очень важно понимать. Он против незаконного насилия. То есть, если бы у меня с государством был договор, по которому я обязан платить ему там что-то такое взамен, опять-таки, это был бы уже не безусловный платеж, а условный, да? И если бы я не выполнил свою часть, то, да, насилие в мою сторону оправдано. И речь идет как раз о том, что никакого договора нет, да? Нет договора, нет разговора. Все, вот на многих действует вот это, да? Когда говоришь, что договор отсутствует. Пускай он тогда покажет, где этот договор, в чем он состоит. Начинается беготня Конституции, паспорт. Я люблю очень паспорт. Вот, как договор. Вот. Если нет договора, то я ничем не обязан государству вообще. Да? То есть вот уже, то есть это просто рэкет, дорогие мои. Да? Вот это еще один вариант, сказать то же самое. На многих людей действует сравнение. Вот расскажите мне, чем отличается государство от рэкетирской банды. И то, и другое на своей территории собирает дань. Вот. И то, и другое делает это принудительно. Да? И то, и другое изображает это всегда как некую полезную для тебя функцию. Да? Предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Вот. А потому что, допустим, в английском слово рэкет употребляется редко, а оно всегда идет еще рядом с ним слово protection. Protection рэкет. То есть тебя защищают. Мы будем тебя защищать, пацан. У Монти Пайтон есть прекрасный скетч, когда, значит, там мафиози приходят к командиру танкового полка. Сколько у тебя танков? Тот ему рассказывает все. Мы тебе хотим сделать предложение. Очень смешное такое. Вот, они ему, значит, тоже рэкет предлагают. Вот. То есть мафия заботится о порядке внутри территории, которую она контролирует. Когда я был в Нью-Йорке, нас возили там, значит, в один район, я уже не помню, как он там толком называется, который контролирует мафия строительная. Вот, она там осталась, процветает благополучно, значит, это строительная мафия в Нью-Йорке, она неубиваема. Вот. И когда мы там гуляли, там красивые, значит, особнячки, там, ну, прекрасное место, одноэтажная вот эта Америка. Нью-Йорк, на самом деле, там большая его часть это именно вот это вот одноэтажные, значит, особняки. Вот. И потом, значит, парень в конце, значит, этой нашей экскурсии сказал, ну, это самый безопасный район Нью-Йорка, потому что его контролирует мафия. Ну, понятно, что там мафия, живет не только мафия, что значит контролирует. Там живут некоторые его представители, вот, а все остальные это обычные другие какие-то люди, да, там, включая, наверное, полицейских, там, еще каких-то там, вот. Но поскольку она там живет, она контролирует, она там озаботилась безопасностью, там очень безопасно и прекрасно, как бы, и любая мафия так делает. Мафия решает проблемы вот этих своих подопечных, точно так же, как государство. Иначе она там не удержится, вот в чем дело, она прекрасно это понимает. То есть она заботится, там, это вот итальянская мафия, например, боролась с фашизмом, чтобы вы знали, с немецким, да, когда немцы начали, значит, туда лезть уже, ну, когда стало понятно, что Муссолини уже все, вот, туда вошла немецкая армия, собственно говоря, союзники в Италии воевали с немцами в основном, потому что с итальянцами там уже было ясно до того, там англичане потопили этот флот итальянский, после этого, значит, Италия закончилась. Ну, вот. Но уже мафия стала бороться тоже с немцами, потому что оно их тоже, значит, как бы не устраивали по определенным причинам. Ну, вот, то есть, почему? Потому что она заботится о своих вот этих вот подопечных. Вот. И мафия, кстати, лучше это делает гораздо, чем государство. Это тоже общеизвестный факт. С мафией можно договориться. Да? Там нет такой бюрократии, там нет вот этого вот фактора. Вот. А вот государством ты не договоришься никогда. Вот. Так что вот сравнение, это буквально, ну, это не то, что аналогия, это просто подобие, ну, как бы это то же самое. То же самое, только вот в таком первичном, зачаточном состоянии. То есть мафия, которая выжила, которая расширилась, которая там несколько веков существует, называется государство. Вот и все. Которая себя узаконила. Чем отличается мафия от государства? Вот есть одно единственное отличие, что мафия себя не узаконила. Это понятно, что для тех, кто под ней находится, она является законом, но есть еще какое-то государство, которое тоже претендует на то, чтобы быть законом здесь. Иногда у него это получается, иногда нет. Ну, так, как получится. Вот. В случае просто как бы государства, она уже, это мафия, которая уже закон. Все, она уже в законе.
Она здесь уже судья, она здесь уже источник законодательства, вот, и всего прочего, прочего, прочего. Вот это вот единственное отличие между ними. Но это отличие ну, как бы достигается опытом, авторитетом и как бы вот возможностью контролировать все уже. Да? Вот мафия тут контролирует только какие-то районы, если она контролирует уже ну, как бы много этого всего, то тогда она становится государством. Все. Концептуальных отличий других между одним и вторым нет. Вот. Просто попросите человека, как бы, пускай он вам назовет такие отличия, да, то, что делает мафия и что делает как бы государство. Вот. Их нет. Они делают одно и то же. Ну и в Штатах есть замечательный мой любимый штат Род-Айленд. Это один маленький штат, один из самых богатых в США, и известный тем, что там управляет уже с 30-х годов именно итальянская мафия. Даже и мэра города Провиденс, там периодически, он известный историк, когда он 2 раза был мэром, а между тем, как был мэром, он сидел в тюрьме. То есть там, там очень интересный штат, и такой, ну, он действительно самый безопасный, самый чистенький, самый маленький, находится на маленьком островке. Ну, в общем, там очень богатые дома. Ну, это же летняя резиденция нью-йоркских, ну, вориши, известная. Когда... Ну, ладно, это другая история. Сегодня будем заканчивать. Спасибо большое, Владимир. Спасибо всех, кто был с нами. Традиционный почти 1:40 мы проговорили. Поэтому будем заканчивать. Всем большое спасибо. Кто еще не подписался, подписывается. Кто подписался, ставит лайки, пишет комментарии, задает вопросы. Мы на них будем отвечать в следующий раз. Поэтому на сегодня мы прощаемся. Заседание секты объявляется закрытым. Всем спасибо, всем до свидания и до встречи через неделю. До свидания.